Он начал насиловать и убивать в 1955 году, когда ему было 22 года, и продолжал это в течение 2 десятилетий. Очень внимательно относился к тому, где он убивал, убивая в одном и том же месте лишь несколько раз с разницей в несколько лет. Однажды, попробовав мясо убитой женщины и обнаружив, что оно ему понравилось, русский серийный убийца-каннибал преследовал женщин и девушек, из которых, по его мнению, можно было получить нежное мясо. Многие из жертв были молоды, а одной было всего 4 года. 17 апреля 1933 года Йоахим Георг Кролл родился в семье шахтера в городе Гинденбург, недалеко от польской границы. Семья Кролла жила довольно бедно, как и многие другие семьи в Германии во время Второй мировой войны. В конце Второй мировой его отец был призван в ряды немецкой армии и вскоре попал в плен. 11-летний Йоахим очень слаб. Он голодает, страдает от ночных кошмаров и мочится в постель. Школьное образование давалось ему нелегко. Будучи 15-летним подростком, он кое-как смог закончить 4 класс. Йоахим принимает вынужденное решение бросить обучение и устроиться на работу помощником по сельскому хозяйству. Работая батраком, тогда еще молодой Йоахим принимает участие в убийстве сельскохозяйственных животных, что пробуждает его жажду крови и половые фантазии. Вскоре после этого он задумывается о романтических отношениях и предпринимает попытку их завести. Чувствуя себя неуверенным и даже неадекватным в сексуальном плане, он пришел к выводу, что ему стоит вступать в сексуальные отношения с кем-то, кто не может на него жаловаться. В январе 1955 года, после смерти матери, родного и самого близкого Йоахиму человека, его одержимость убийствами продолжает набирать обороты. Родные братья и сестры разъезжаются и теряют связь друг с другом. Всего лишь за месяц Йоахим остается наедине со своими кровавыми идеями. В феврале 1955 года, спустя месяц после смерти матери, стеснительный и неуверенный Йоахим отправляется в Люденхаузен, где совершает первое убийство. Прогуливаясь по сельской дороге, Йоахим встречает 19-летнюю Имград Штель, после чего между ними завязывается разговор. Кролл предлагает юной Имград провести ее домой, на что девушка охотно соглашается. Решив сделать первый шаг, Кролл пытается поцеловать девушку, но она не отвечает ему взаимностью. В этот момент Кролл теряет над собой контроль, наносит ей удар ножом в шею и стремительно тащит в заброшенное здание. Он будет душить ее, чтобы окончательно убедиться, что девушка мертва. Маньяк насилует уже мертвое тело девушки, совершая акт некрофилии. В какой-то момент Кролл еще больше становится похож на зверя. Он спарывает живот девушки и достает внутренности наружу. Придя в себя, душегуб, как ни в чем не бывало, возвращается домой пешком. На этом маньяк не остановился и продолжил жестоко убивать. Не прошло и года, как он совершил очередное зверское убийство, на этот раз похитив 12-летнюю Эрику Шулитер на окраине городка Ботров. Йоахим, находясь в разъяренном состоянии, душил безжизненное тело подростка несколько часов, а затем изнасиловал. Спустя несколько дней после этого убийства Кролл снова вернулся домой и затаился на 3 года. Все это время маньяк выжидал удачного случая. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, он вступал в половой акт с резиновой куклой, с ненавистью душив ее. Йоахим был одержим мыслью о жестоком, кровожадном и зверском убийстве. Он хотел попробовать свою жертву на вкус. Русский маньяк снова вышел на охоту 16 июня 1959 года. На берегу реки Рейн Кролл убил ранее уже известным ему методом удушения отдыхающую 24-летнюю Клару Тесмер, после чего занялся актом некрофилии. За это убийство будет арестован и безвинно осужден местный житель, механик из Дуйсбурга Генрих От. Вскоре после вынесения приговора он сведет счеты с жизнью в колонии, не выдержав общественного давления.
Четвертой жертвой рурского маньяка станет 16-летняя девушка-подросток. 26 июля 1959 года Мануэлу Кнот с рваными ранами и вырезанными кусками плоти найдут убитой в городском парке Эссена. Судмедэкспертиза определит, что девушка была убита методом удушения, а после изнасилована. После этого убийства Кролл отнес части тела девушки домой, чтобы съесть. В дальнейшем каннибализм станет одной из визитных карточек рурского маньяка. После этого Кролл вновь перестанет убивать. В 1960-м он переезжает в Дуйсбург, где устраивается на трубный завод уборщиком. В перерыве между убийствами маньяк постепенно вырабатывает определенную методику. Поездом или на автобусе, отправляясь на разные отдаленные станции, Кролл по несколько часов бродит в окрестностях, выискивая подходящую жертву. Пройдет несколько лет, прежде чем душегуб снова вернется к убийствам. 23 апреля 1962 маньяк жестоко расправится с 13-летней Петрой Гизе в городе Динслакен. Здесь вновь будут признаки асфиксии, изнасилования и каннибализма. За решеткой снова окажется невиновный Винсент Куэн. Он отсидит 3 года в тюрьме, прежде чем дело будет вновь пересмотрено и доказана его невиновность. 4 июня этого же года в пригороде Дуйсбурга Кролл убил 12-летнюю Монику Тафель. Задушив и изнасиловав ее в кукурузном поле, он вновь прибегает к людоедству, вырезая у жертвы внутренние органы. В этом убийстве будет обвинен сосед семьи Тафель Вальтер Квипер, который знал Монику с рождения. Вскоре после обвинения его выпустят из-за недостатка улик, однако в октябре 1962 года он покончит жизнь самоубийством из-за испорченной репутации и постоянной травли окружающих. Man hat meinen Vater verdächtigt, 150 Meter von seinem Elternhaus, den Bewohnern des Ortsteils, aber auch aus seinem Bekanntenkreis. В сентябре 1962 года Кролл убил 12-летнюю Барбару Брудер в городе Буршайд. Ее тело так и не было найдено. Однако позже маньяк признается, что расчленил и в течение нескольких месяцев употреблял в пищу маленькую девочку. После убийства Брудер Кролл вновь затаился на некоторое время. Перестав убивать, он пытался сбить следователей с верного следа, так как в то время в этом районе действовали сразу несколько серийных убийц. 22 августа 1965 в пригороде Дуйсбурга Гроссенбауме Йоахим Кролл напал на влюбленную пару Германа Шмидца и Мариан Вин, находящихся в автомобиле на переулке влюбленных. Одержимый жаждой крови Кролл, умоляя о помощи, выманил Германа из автомобиля, но когда тот подошел, Кролл набросился и нанес 2 ножевых ранения в шею. От быстрой кровопотери Герман скоропостижно скончался, а Мариан подняла крик. Испугавшись быть пойманным, Кролл пустился в бега. Это был единственный случай, когда маньяк осмелился напасть на мужчину. После этого убийства рурский маньяк не убивал более года, прислушивался и присматривался к каждому, опасаясь поимки. Спустя год маньяк снова вернулся, стал нападать и убивать. Следующей его жертвой стала 20-летняя Урсула Роллинг. Девушка была найдена убитой 13 сентября 1966 года в городском парке Марля. Ее парень Адольф Шикель был вместе с Урсулой в тот день. Именно его обвинят в убийстве и изнасиловании Урсулы Роллинг, вскоре после чего он покончит с собой. 22 декабря 1966 года его жертвой станет совсем маленькая 5-летняя Илона Харке. Душегуб похитил ребенка в Эссене, сел вместе с ней на поезд до Вуперталя. Они встали на остановке и ушли в лесную чащу, где маньяк утопил ее в ручье, лишь для того, чтобы понять, каково это утопить человека. В июне 1967 Кролл заманивает Габриэль Пуитман на кукурузное поле, где показывает ей фотографии эротического характера, после чего 10-летняя девочка теряет сознание. В момент, когда маньяк пытается задушить и изнасиловать девочку, раздаются сирены с близлежащей угольной шахты. Смена закончена и работники шахты возвращаются домой. Кролл бросается в бега, а
опасаясь быть замеченным. Лишь благодаря этому Габриэль удается выжить. Следующее убийство маньяк совершает спустя 2 года. 12 июля 1969 года, изнасиловав и задушив 61-летнюю Марию Хетген на тропе возле озера Бальденейзе. Очередной жертвой маньяка стала 13-летняя девушка-подросток. 21 мая 1970 года Юта Рахн возвращалась из школы. Ее маршрут проходил через небольшой отрезок между железнодорожной станцией Хёзель и ее домом, через лес, где она и встретилась с маньяком. Кролл уже привычным для него методом напал на Юту, убив, а затем изнасиловав ее. Он вновь совершил акт каннибализма. За это убийство к 6 годам лишения свободы будет приговорен Питер Шей, сознавшийся под давлением сотрудников полиции и родственников жертвы. Ему пришлось провести 15 месяцев в тюрьме, прежде чем он был оправдан. После этого убийства Йоахим Кролл перестанет убивать более чем на 5 лет, но снова не сможет сдержаться. Следующее убийство он совершит в мае 1976 года в Фёрде, изнасиловав и задушив 10-летнюю Карину Топфер по дороге в школу. Маньяк был настолько одержим убийствами и поеданием человеческого мяса, что уже не мог остановиться. Йоахим Кролл был очень высокомерным, что в конце концов его и победило. Долгие годы перерывов между совершением убийства, а также обширная область его нападений помогали маньяку оставаться неуловимым более 20 лет. За этот период времени в его убийствах были осуждены 5 невиновных, 3 из которых покончили жизнь самоубийством. 2 отбывали заключение 3 года и год и 3 месяца соответственно, а задержан русский маньяк был совершенно случайно. 3 июля 1976 года русский маньяк совершил свое последнее убийство, похитив 4-летнюю Мэриан Кетнер с ближайшей детской площадки. Он убил и расчленил тело девочки в съемной квартире, собираясь постепенно его съесть. Случайным же его задержание стало лишь потому, что в многоквартирном доме, где проживал Кролл, забился канализационный сток, куда Кролл выбросил останки своей жертвы. Именно в этот момент полиция делала обход по квартирам с целью поиска свидетелей похищения девочки. Сосед Кролла был также озабочен забитым канализационным стоком, как и весь дом, и решил спросить у убийцы, не знает ли он, в чем причина, на что тот ответил, что сток забит свиными кишками. Сосед Кролла, обеспокоенный от услышанного, сообщил об этом разговоре полиции, после чего сантехник, чинивший забившийся сток, быстро проверил это заявление, достав легкие и другие органы ребенка из трубы. Оперативная группа была сразу же отправлена в квартиру к убийце, вскоре после чего он был задержан. Находки, сделанные оперативниками, повергли их в шок. При осмотре жилища убийцы были найдены пакеты с фрагментами тел в холодильной камере, а в кастрюле на плите варилось человеческое мясо, которое, как позже установили судмедэксперты, принадлежало ранее похищенной Мэриан Кетнер. Следствие над Кроллом продолжалось 5 лет. Рурский маньяк признался в убийстве Мэриан Кетнер и рассказал во всех подробностях о 14 совершенных им убийствах и одном покушении на убийство. Людоед Кролл пытался выдать себя за сумасшедшего, рассказывая о том, что он не мог противиться своей жажде убивать. Часто отрезал куски мяса от своих жертв, чтобы приготовить и съесть, оправдывая эти поступки возможностью сэкономить. Рурскому маньяку было предъявлено обвинение в 8 убийствах и одном покушении на убийство. Йоахима Кролла приговорили к 9 пожизненным заключениям, что стало для него шоком, ведь одной из причин, по которой он признался в убийствах, было то, что ему окажут помощь, и он просто перестанет убивать людей. В последнем слове он умолял направить его в психиатрическую больницу, но обследующие его психиатры пришли к выводу, что он вполне может отвечать за свои поступки. 8 апреля 1982 года приговор был приведен в действие. Йоахим Кролл отбывал пожизненное лишение свободы в течение последующих 15 лет после своего ареста. Кролл умер своей смертью в 58 лет,
1 июля 1991 года от сердечного приступа.